Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о картине, которая была признана неприличной и вызвала шквал возмущения у публики. «Воскресный день на острове Гранд-Жат». Французский художник-новатор Жорж Пьер Сюрра, годы жизни 1859-1891, стал основателем нового художественного направления – неоимпрессионизма, и писал картины, нанося на холст множество небольших точек контрастного цвета через определенное расстояние, которые издалека должны были сливаться в задуманное изображение. Правда, этот способ живописи был явно не для дальтоников, но в то время о всеобщей толерантности и доступности даже не задумывались. Зато наработки Сюрра впоследствии активно использовали другие художники, творившие в стиле импрессионизма и авангардизма. В отличие от работы импрессионистов, картины Сюрра были вневременные, монументальные, личности отображенных на них людей практически стерты. Это скорее плакатные персонажи, где общий посыл художника важнее индивидуальных особенностей. Нечто схожее можно найти у советского художника Александра Дейнеки, хотя ему впоследствии здорово досталось за свое нестандартное видение. Лучшие картины Сюрра как раз и написаны в его неповторимой и новаторской манере, которая ознаменовала собой закат импрессионизма. Не все из них поначалу были безоговорочно признаны публикой и критиками. Его, возможно, самое известное полотно «Воскресный день на острове Гранд-Жат» всерьез обвиняли в непристойности. Художники далеко не всегда были любителями рассказывать о себе, но Сюрра в этом отношении переплюнул всех. Он был крайне замкнутым и нелюдимым человеком, потому даже своим родителям рассказал о том, что у него есть жена и сын лишь перед своей безвременной смертью от менингита. Оказалось, он завел роман со своей натурщицей Мадлен. Та родила от него ребенка, но, к сожалению, тот ненадолго пережил своего отца и умер в младенчестве. В отличие от многих других художников-импрессионистов, которые всю жизнь едва сводили концы с концами, Сюрра родом из богатой семьи. Мама его обожала и готова оплачивать любое увлечение сына. Благо, они были не слишком затратными. А вот отца Жорж видел лишь раз в неделю. Тот жил за городом, отдельно от семьи, и навещал близких по выходным. Работал крупным чиновником министерства, а когда вышел в отставку, проводил большую часть своего свободного времени в собственноручно построенной молельне, где сам проводил богослужения. Интересно, сколько бы молиться в надежде хоть как-то отмолить свои грехи пришлось бы некоторым российским чиновникам. В общем, человек со странностями, и Жорж Пьер Сюрра пошел в него. Жорж Пьер поступил в школу изящных искусств, всерьез увлекся творчеством неоклассициста Доминика Энгра. И все ожидали, что он будет писать картины в академическом ключе, декоративные и правильные, некоторые не стыдно повесить на стену в богатом доме, но все пошло по-другому. Учиться Сюрра не любил, потому спустя 2 года из школы ушел. Зато посетил 4-ю выставку импрессионистов и был впечатлен выставленными там картинами Дега и Моне. Но так может писать только истинно творческая личность. А что если разработать метод, согласно которому создавать картины может любой? Примерно такой был образ мыслей Сюрра. В итоге появился пуантилизм, при котором картины и представляют те самые точки чистых цветов. Свои картины он создавал в этой нестандартной технике. Сначала купальщики Ваньери, а потом и нашумевший воскресный день на острове Гранд-Жат. Благодаря точкам рисунок на этой картине очень четкий и яркий, фигуры монументальны, композиция четко продумана. Это не момент здесь и сейчас, скорее размышление художника о морали и приличиях в обществе. Все просто. Гранд-Жат был местом воскресных прогулок многих состоятельных господ, которые не против провести вечер в приятной компании с девушкой. Потому это место облюбовали куртизанки и проститутки. Общая атмосфера расслабленности и непринужденного веселья позволяла им легко находить клиентов. Например, нарядно одетая девушка в элегантной шляпке с удочкой в руках явно дожидается, когда к ней подойдет богатый любитель ночных удовольствий. А удочка – это так, для приличия. Ее интересует совсем иная рыбка. Да и на поводке у чинно прогуливающейся дамы идет не собачка, а обезьянка, которая в то время считалась символом похоти и разврата. Так-то было от чего возмутиться добропорядочным обывателям, хотя, возможно, некоторые просто увидели там самих себя.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.